Погодка восхитительна. Ну что, всех с наступающим! Пойдемте что-нибудь приготовим вкусненькое. Всем привет! Всех с новым 2021 годом! Всех с Рождеством, с Крещением, со всеми сопутствующими праздниками. И сегодня хочу приготовить праздничное блюдо под названием утка. Утка на огне. Утку будем готовить в фольге. Прекраснейшее новогоднее блюдо, великолепнейшее, вкуснющее. Сразу наперед забегу, скажу, утка будет сочная, мягкая. В общем, смотрите и наслаждайтесь. Блюдо просто класс. На любом праздничном новогоднем столе, я считаю, оно должно оказаться. Ну что, поехали! Как обычно, вначале пройдусь по ингредиентам. Что нам нужно для того, чтобы приготовить утку на мангале? Утка у меня 3 килограмма. И, конечно же, самогоночка. Самогоночки нужно сегодня немало, но злоупотреблять тоже не советую. Самогонка нужна нам будет для того, чтобы сделать утиное мясо мягенькое, сочное и придать немножечко аромат. На гарнир я буду готовить грибы и картошку. Также немножечко картошки вложим в нашу уточку. Еще нам нужны мандарины, яблоки, мед и специи, соль, перец, немножечко паприки, ну, куркумы немножко добавим. Все ингредиенты перед вами, что не сказал, будет под видео в описании, можете посмотреть. В предыдущем видео я готовил утку в казане. Утка не передать. Тоже очень вкусное новогоднее блюдо, можете посмотреть. Вот ссылочка. Кликайте по ссылочке и перейдете на предыдущее видео. Утка получилась, конечно, не передать, очень вкусно. Поехали. Сегодня готовим новогоднюю утку на огне. Первое, с чего начинаем, это, конечно же, маринуем саму утку. Утку хорошенечко промыли, просмолили, обсмолили ее всю. Мариновать сразу начинаю ее на фольге, замаринуем ее, хорошенечко запакуем. И пускай стоит у нас, маринуется приблизительно час, пока будет разжигаться костер. Я уже смешал соль с перцем, поэтому начинаю с того, что я ее натираю солью и перцем. Теперь берем нашу любимую самогоночку. Берем шприц обыкновенный, у меня 5-кубовый. Набираем самогоночку в него. Прокалываем утку и начиняем ее самогоночкой. Во все места, где у нас мясо, шкура. У кого нет самогонки, естественно, можно использовать обыкновенную водку. Поверьте, водка, самогонка огромнейшее влияние даст на вкус нашей уточки новогодней. Поэтому не пожалейте, попробуйте. Самогоночки нужно будет приблизительно 2 рюмки. У меня рюмка где-то 20-30 грамм, поэтому вот 50 грамм, в принципе, будет достаточно. Вот приближу камеру, смотрите, что происходит, когда мы начиняем ее самогоночку. Прям она, видите, как увеличивается в размере, и внутри остается, естественно, становится сочной. Вот видите, она прямо становится больше, и в дальнейшем она, конечно же, станет сочной, мягенькой. Следующее, что мы делаем, это маринуем утку в меде. Добавляем в наш маринад мед. Меда у меня 150 грамм. Можете прямо весь мед вот так вот сверху утки намазать, потому что мед все равно у нас весь растает, весь течет, и утка будет мариноваться полностью в собственном соку. Ну вот, сверху посыпем еще немного солью. И теперь берем, начиняем нашу утку. В принципе, картошку так пополам разрезаем. Я ее, конечно же, всю помыл. Буду ложить картошку, яблочко. Яблочко вот так тоже на 5-6 частей разрежу. Вкусненькую, ароматную, новогодненькую мандаринку. Мандаринку предварительно почистили. Между картошкой и яблоками заложу. Начинили утку, замариновали ее. Сверху
я еще немножечко посыплю куркумой и немножечко красной паприки. Вот так вот выглядит замаринованная уточка. Многие берут утку, берут нитки, ищут иголку и зашивают их. У меня, друзья, есть намного проще рецепт. Не нужно искать иголок, ниток. У всех дома есть обычные зубочистки, поэтому берем обычную зубочистку и обычной зубочисткой таким вот образом прокалываем и закрываем, зашиваем нашу утку. Вот так вот это выглядит. Очень легко и быстро. Все готово. Вот таким вот образом замариновали всю уточку. Теперь хорошенечко ее закрываем, заворачиваем ее в фольгу где-то слоев в 5. Так, чтобы у нас утка-то сама по себе, естественно, жирная. Вот в предыдущем видео видели, сколько с нее жира, когда ее в казане готовишь. Поэтому весь этот жир будет все равно топиться, чтобы он не горел. Очень хорошо нужно ее замотать, поэтому заматываем ее где-то слоев в 5 хотя бы. Разжигаем костер. Разожгли костер. Всем советую, очень удобная вещь. Начиная от того, что просто разжечь костер и там обшмалить утку и так далее. В быту у каждого должна она быть. Печка прогревается, уточка маринуется. И давайте займемся теперь гарниром. Я считаю, самый лучший и простой способ приготовления грибов и самый лучший маринад для них — это майонез. Как делаем? У меня грибов килограмм. На килограмм грибов я беру где-то 400 грамм майонеза, 67% жирности. Майонез, в принципе, у нас соленый, поэтому соли много не добавляйте. Кидаем сюда перец. У меня перец с солью, ну, немножечко я добавлю так соли. Добавляю перца и добавляю паприки. Перемешиваю майонез со всеми специями. Перемешали все. Сразу же добавляем сюда грибы и перемешиваем вместе с грибами. Самый простой и самый вкусный рецепт грибов, поверьте. Посмотрите, как выглядят замаринованные грибы. Грибы получаются очень сочные и очень вкусные. Пока печь прогреется, пока образуются угли, уточка маринуется. Пока можем съесть мандаринку новогоднюю. И, конечно же, самогоночку. Выпить 100 грамм. Вот эти все ветки я раскладываю по бокам, для того, чтобы они давали нам дополнительный жар. Плюс они потихонечку будут у нас продолжать гореть, продолжать разогреваться. Здесь у нас уже готовы полностью угли. Эти угли я разравниваю, для того, чтобы утка не горела. Ставлю решеточку. У меня обычная решетка такая, домашняя, семейная. И сверху я ложу утку. Справа и слева мы будем добавлять ветки, для того, чтобы поддерживать температуру. И в течение часа-двух мы будем разравнивать угли под утку. Ложу я промаринованную утку. Жар прямо хороший. Так вот. Раз, два, три. Руку уже не продержать. И вот на таком жаре, сейчас угли чуть-чуть подостынут, конечно, я буду ее готовить. Повторюсь, утка готовится приблизительно 1,5-2 часа. Ну, приблизительно 20 минут уже готовится утка. Такой нюанс, смотрите. Ну, прогрелось все снизу, естественно. Там чуть-чуть угли тлеют. Сбоку поддерживаем температуру такую. Ну, желательно, чтобы огонь не попадал на утку. И каждые 20 минут ее переворачиваете. Переворачивать проблематично, но я беру перчатки и перчатками переворачиваю. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот так вот утка готовится. И каждые 20 минут я переворачиваю. Вот обычными перчатками. Переворачиваем желательно каждые 20 минут.
Утка готовится уже около часа, поэтому давайте будем уже готовить и гарнир к утке. Как я говорил, будет картошка. Картошку я просто буду готовить на углях. Надеваю ее на шампура. Яблочки тоже просто надеваю на шампура. Будем их запекать. Болгарский перец. Болгарский перец тоже просто немножечко поджарить. Грибы я советую готовить на тонких шампурах, для того, чтобы грибы не разваливались и хорошо держались. Потому что вот у меня мясо, на которых на шампурах я готовлю, они толстые. А для грибов у меня специальные тоненькие шампура. И тоже, не боясь испачкать руки, надеваем грибы. Они не ломаются, видите, при этом хорошо держатся на тоненьких шампурах. Утку, повторюсь, переворачиваем каждые 20 минут. Желательно переворачивать на 4 стороны, чтобы пропекалась она не только сверху и снизу, но чтобы она и сбоку тоже пропекалась. Ну вот, гарнир надели на шампура. Утка продолжает готовиться. Около часа уже утка готовится. Я ее перевернул где-то раз 6. По мере необходимости я добавляю дрова. Сбоку вот так они горят. При этом, чтобы огня под самой уткой не было. Очередной раз я перевернул утку, передвинул ее в бок. И теперь начинаю готовить гарнир. Картошечка будет готовиться дольше всего, поэтому будем снимать ее последнюю. И также запечем овощи с фруктами. И приготовим грибочки. Вот настоящий новогодний вот такой вот праздничный стол у меня будет. Также я еще приготовлю, подзапеку помидорки. Парочку. И как говорит мой друг, конечно же, не замываем про самогоночку. С Новым годом всех! Снова переворачиваем утку. Утку, видите, я так запечатал, что она не течет почти нигде. Как я обещал показать, хочу показать. Смотрите на грибы. С грибов просто течет все. Грибы очень сочные. При этом они прожарились, естественно, и полностью готовы. На данный момент утка у меня готовится приблизительно час 40. Итак, проверяем утку на готовность. Естественно, делаем это аккуратно, потому что здесь у нас утиный жир. Полностью все готовится в собственном соку. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Я полностью открывать не буду. Я хочу только посмотреть, готова ли она. Вот еще она немножечко кровит. Поэтому я ее еще доставать не буду. Еще ей минут 20 дам поготовиться. Как я и говорил изначально, вот ровно 2 часа ей нужно для готовности. Сейчас прошло ровно час 40. Закручиваю я ее, заматываю обратно. Для того, чтобы сок не вытекал, я еще раз оберну ее в один слой фольги. Отправил я утку доготавливаться. Разровнял угли, подкинул дров снова сбоку. Весь гарнир у нас, в принципе, готов. Поэтому гарнир мы сейчас достанем и накроем фольгой, чтобы не остывал. И пока доготовим утку. Утки нам еще нужно приблизительно минут 15-20. Грибочки снимаются очень просто. Так вот по кругу. Болгарский перчик с яблочками.
запеченные яблочки. Для того, чтобы все не остывало, можно просто накрыть фольгой. Вот видите, нарушил я целостность фольги, когда проверял готовность утки. И теперь у меня потихонечку начала протекать она. Сок выходить, мед начал выходить. Начало все гореть. Но не допускайте мой совет огня под уткой, потому что утка будет гореть. И как я, не экспериментируйте. То есть я вот 2 часа всегда ее готовил, сейчас думал, может чуть раньше приготовить, потому что темнеет на улице. Нет, 2 часа это вот ее срок. 2 часа на огне, на углях она готовится. Положусь на свой опыт. Достаем уточку с костра. В общей сложности она готовилась у нас 2 часа. И смотрим, что у нас получилось. Вы только посмотрите. Это божественно. А какой аромат стоит, не передать. Так, открываем гарнир. И сверху гарнира выкладываю горяченькую уточку. Вот так вот она готовилась полностью в собственном соку. Господа, представляю вашему вниманию утку, запеченную на огне. Убираю зубочистки. Еще раз поближе на камеру хочу показать, как прожарилась уточка. Смотрите. Полностью готовая утка. Посмотрите, какая она сочная. Это просто превосходнейшее. Вот такая вот готовая утка на огне у нас сегодня получилась. Прямо можно сразу же нарезать. Как утка без 100 грамм. Вот такая вот наисочнейшая получилась утка на костре. При этом ничего не пригорело. Готовилась она ровно 2 часа, повторюсь. Пробуем. Подведу итоги. Друзья, на своем личном опыте убедился, лучше не экспериментировать. 2 часа она обычно готовится. Конечно, все зависит от размера утки. Ну вот в прошлый раз 2 часа я готовил, в этот раз 2 часа. Смело ставьте, переворачивайте каждые 20 минут, чтобы она не пригорела. И все великолепно. Вот такая вот утка полностью внутри прожаренная получается. Отрежу горяченький прямо кусочек. Утка, не поверите, вот режешь и с нее течет сок. Смотрите. При этом она очень мягенькая. Полностью приготовленная. Вот такая вот новогодняя утка получилась. Готовьте, готовьте с удовольствием, готовьте в удовольствие. Посмотрите, какие запеченные яблочки, какие грибочки, болгарский перец. Иду за стол, все уже заждались и начинаем трапезничать. Друзья, с Новым годом! Всех с новогодними праздниками, всем счастья, любви, здоровья, благополучия, всех жизненных благ. Спасибо, что вы со мной. Всех люблю. Ваше здоровье. На здоровье. Грибы я уже показывал. Вот, надавливаешь на них прямо, течет с них